Друзья, всем привет! Пребывание украинских пенсионеров в странах Европейского Союза находится под угрозой. И уже очень многие из пенсионеров возвращаются обратно в Украину. Я снимал об этом видео, повторяться не буду. А многие подумывают. Так вот, в этом видео я расскажу, по какой причине это все происходит и по какой причине украинские пенсионеры, которые получили уже в странах Европейского Союза временную защиту, собираются и возвращаются обратно к себе на родину. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца. Обязательно подпишитесь, друзья, и вы будете владеть информацией. Итак, 14 февраля 2025 года Красный Крест, Международный Красный Крест, в своем отчете указал, что в настоящее время в странах Европейского Союза сокращается международная поддержка украинских беженцев. Ну и мы видим тенденцию такову, что стоимость жизни в Европе растет. То есть если взять 3 года назад, когда только началась война, была там за 20 евро можно было купить одни продукты, сейчас 20 евро это вообще ничто. И это все сказывается на украинских беженцев. И в большинстве случаев это сказывается на украинских беженцах-пенсионеров, которые проживают в странах Европейского Союза. Две причины увеличения стоимости жизни в Европе, это первая причина. И вторая причина сокращения поддержки в принимающей стране украинских беженцев. Все это, эти две основные причины, которые вынуждают людей возвращаться домой. И вот в Красном Кресте в отчете указано, что люди возвращаются не добровольно. То есть они не хотят возвращаться, они хотят оставаться дальше в Европе. Но из-за вот таких вот стечения обстоятельств, из-за сокращения поддержки, Красный Крест считает, что они возвращаются под принуждением, как бы, понимаете, да? Они даже это все берут в кавычку. Особенно это отражается на людях старше 65 лет. Они испытывают значительные трудности в связи с этим. И особенно это касается людей, украинских пенсионеров, которые проживают в Словакии, в Венгрии, в Польше, в Литве и Молдове. И данные, которые были собраны Красным Крестом, они подтверждают эту тенденцию, что именно в этих странах пенсионеры украинские, больше всего склоняются к тому, чтобы уехать обратно на родину. Таких богатые, в принципе, экономически развитые страны, такие как Германия, Франция, скажем так, пенсионеров украинских, которые находятся в этих странах, это не сильно касается, потому что там пособия не сокращались. То есть там изначально как начали платить с 2022 года, так и продолжают платить. То есть там ни на цент пособия не сокращались, а только увеличивались. Это я говорю в частности о Германии. 54% перемещенных пожилых украинцев полагаются на государственную помощь, которая часто недостаточна. 32% живут одни, что повышает их, скажем так, уязвимость. Многие пожилые украинцы полагаются на пенсии, которых часто не хватает в принимающих странах с более высокой стоимостью жизни. Например, в Молдове 35% перемещенных украинцев полагаются на гуманитарную помощь, как на основной источник дохода. 15% перемещенных украинских домохозяйств в Румынии сообщили о наличии огромных сумм задолженности этих домохозяйств. Это все связано с ограничением доходов пожилых лиц. Работы нет, стоимость жизни растет, заработка нет и сокращение поддержки от принимающего государства. Все это накладывает вот такую тенденцию, что пенсионеры возвращаются назад. В большинстве случаев они работают на низкоквалифицированных работах. То есть даже есть пенсионеры, которые работают, то есть вынуждены идти работать. По сравнению с 13% до конфликта, когда большинство было занято на профессиональных или управленческих должностях. Кроме этого, еще одна огромная проблема связана с доступностью жилья. Соответственно, еще раз повторюсь, стоимость жизни растет и аренда жилья в Европе растет также. Если мы возьмем, например, Испанию, то в Испании в середине 2022 года можно было снять, грубо говоря, квартиру за 500 евро, то сейчас такая же квартира в 2025 году стоит 1000, может быть больше даже 1000 евро в месяц. Вот кто живет в Испании, друзья, кто меня смотрит из Испании, пожалуйста, напишите,
поднялась ли арендная плата в Испании и во сколько раз, если мы сравним стоимость арендной платы в 2022 году и в 2025. Напишите, пожалуйста, в комментариях. 31% пожилых перемещенных украинцев живут в частном жилье по сравнению с 57% лиц трудоспособного возраста. И это означает, что большинство из пенсионеров все-таки зависят от социальных программ принимающей страны. Потому что на украинскую пенсию прожить в Украине невозможно, а в Европе тем более. Поэтому, конечно же, люди зависят от помощи принимающего государства. Помимо того, что растет арендная плата в странах Европейского Союза, так и государства, принимающие украинских беженцев, потихонечку сворачивают программы предоставления временного жилья. Так Чехия, например, заявила, что теперь вновь прибывающие украинские беженцы могут рассчитывать на временное жилье, которое предоставляется, скажем так, и оплачивается за счет государства чешского, только на 3 месяца. То есть вы приезжаете, 3 месяца проживаете в этом жилье, которое вам государство бесплатно, скажем так, предоставляет. Через 3 месяца вы должны это жилье покинуть. Куда вы поедете, это ваши личные проблемы. Соответственно, это тоже у людей затрудняет. Соответственно, украинские беженцы начинают искать жилье, если человек не работает, речь идет о пенсионерах. В Чехии, понятно, там благотворительностью занимаются, но уже я говорю, что намного меньше. И, соответственно, люди хотят получать аренду. А пенсионер украинский в соответствии не может эту аренду платить. Соответственно, когда у него заканчивается срок проживания в этом временном жилье, которое ему, например, Чехия предоставила, все, он остается на улице. Если он квартиру не нашел, куда он едет? Он вынужден уезжать из Чехии. Или едет в Словакию, или возвращается в Украину. Вот подтвердите, пожалуйста, кто проживает в Чехии, если на самом деле такая тенденция. Напишите в комментариях. Кроме этого, украинские пенсионеры, находящиеся в странах Европейского Союза по временной защите, также еще имеют проблему с языковым барьером. И они в повседневной жизни постоянно с этим сталкиваются. Около 67% пожилых людей оценивают уровень владения языком принимающей страны как плохой или очень плохой. И это, по сути, украинских пенсионеров изолирует от основных услуг, которые предоставляются в принимающем государстве. Затрудняется доступ к здравоохранению, люди не могут объяснить, на переводчика денег нет, люди не могут объяснить свои болезни, свои проблемы и так далее. Помимо этого еще сказывается на то, что люди, когда им дают подписывать какие-то юридические документы, тоже возникают проблемы, потом неразберихи и так далее. Вот у меня была недавно на консультации одна женщина, которая сказала, что они в Германии заказали билет, за 49 евро, чтобы по всей Германии можно было ездить. Они не знают немецкого языка, и они там натыкали, каким-то образом умудрились купить этот билет, они его там вроде бы как покупали только на 1 месяц, а оказалось, что вот из-за того, что они не знают язык, они оплатили этот билет, там как-то или в электронном виде заключили контракт на год, потому что они там оплачивали с украинской карты. В общем, каждый месяц начали приходить платежи за этот билет, они уже им не пользовались, потому что приезжал муж в гости, потом он ехал в Украину, и приходили постоянно штрафы. Уже потом эта компания обратилась в службу взыскания, уже начала служба взыскания немецкая там письма присылать, что мы вас будем штрафовать, пени там росли и так далее. То есть это все делается из-за того, что люди просто подписали, натыкали там, подписав какой-то юридический документ и купили абонемент, этот билет не на месяц, а на год. И все. То есть, а расторгнуть договор раньше нельзя. Есть такие условия. Кто живет в Германии, тот знает. Также незнание языка той страны, в которой человек находится, ограничивает способность пенсионеров интегрироваться в общество той страны. Соответственно, люди себя чувствуют одинокими, из-за этого они имеют стресс, из-за этого у них возможные проблемы с психическим здоровьем возникают.
Здравоохранение является еще одной важной проблемой. До 20% перемещенных украинцев, например, в Молдове, сообщают о удовлетворительных медицинских потребностях. А для пожилых людей эти опасения еще более выраженные. То есть многие пенсионеры страдают от хронических заболеваний, которые требуют регулярного лечения и лекарств. Да? И если у человека нет денег, они все принимающие страны оплачивают медицину. Да, они оплачивают какой-то минимальный набор услуг. Но если какие-то специфические хронические заболевания, которые требуют там каких-то специфических медикаментов, то есть страны, бедные, это Болгария, например, или Румыния, которая это не оплачивает. Человек должен сам оплачивать это. Соответственно, у пенсионера нет денег. Что делать? Вот вам еще одна проблема. Ну, опять же, это не касается Германии, потому что Германия оплачивает полностью все, полный пакет. Такие же услуги предоставляют украинским пенсионерам, как и своим. Поэтому украинские пенсионеры, которые попали и оказались в Германии, они как бы должны быть счастливы и радоваться, что вот такая ситуация у них хорошая, потому что остальные пенсионеры, которые находятся в Румынии, в более бедных странах, Румыния, Болгария, там, Венгрия, они такой возможности не имеют, даже не имеют доступа, скажем так, к полноценной и качественной медицине в тех странах. И, соответственно, это тоже является причиной, чтобы они возвращались на родину. Вот такая ситуация. Поэтому, видите, прошло 3 года. И мы видим тенденцию, потихонечку начинают, не все, но начинают страны Европейского Союза потихонечку сворачивать и сокращать помощь для украинских беженцев. Значит, ну и люди вынуждены уезжать. И я думаю, что тенденция эта продлится, то есть будет все с каждым месяцем все меньше, меньше и меньше будет урезаться помощь, в разных странах, да, вот, и все больше людей уязвимых, как вот пишут сотрудники Красного Креста в своем отчете, будут возвращаться из Европы на родину в Украину, ну или переезжать в какие-то другие страны. Вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, кого вы знаете, кто уже вернулся в Украину или кто собирается вернуться в Украину как раз таки из-за вот этих вот причин, о которых я вам рассказал в этом видео. Будет интересно это обсудить в комментариях.